Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши лайки, за ваши подписки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали давным-давно. Alize Diva называется, ну и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, вяжите из любой пряжи. Я расскажу, какой пряжей буду вязать сегодня я. Итак, называется она Alize Diva. Это такая летняя пряжа. Здесь получается в моточке 100 грамм, в 100 граммах 350 метров. Цвет, сразу скажу, пока не забыла. Смотрите, 145 цвет. Он такой интересно нежно-оранжево-розовый. На камеру передается почему-то очень кислотно-оранжевым, на самом деле он поспокойнее. И крючок нам здесь, смотрите, советуют производители брать от единички до троечки. Видите? По составу это 100% микрофибра, очень такие интересные и на ощупь приятные ниточки. Крючок мы сегодня берем, вот, я беру, смотрите, двоечку. Так, двоечку. Вы в свою очередь берете, повторюсь еще раз, любую пряжу, узорчик универсальный. Самое главное правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, как и договаривались, если схемка хорошего качества, то я ее прикладываю. Сегодня схемка, так скажем, среднего качества, читабельная, вы все можете увидеть, можете разобраться. Поэтому, кто умеет работать по схемкам, работайте со схемкой. Так? Кто не умеет, повторяйте за руками, но не забывайте контролировать себя по схемке. Так вы научитесь быстрее распознавать все элементы в схемках. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я наберу, ну из данных ниточек, да, они более тоненькие, наберу 3 раппорта. Получается 36 воздушных петелек. Дополнительно наберу 3 петельки, вы увидите, чтобы узорчик ровно, красиво закончился. Ну, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале, как всегда, делаем петельку фиксации. И при наборе петелек данную петельку мы не считаем. Теперь я, получается, буду набирать 36 плюс 3, это 39 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот. Это будет мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. А если вы уже не новичок и хорошо разбираетесь в воздушных петельках, можете приступать непосредственно к узорчику. Итак, новички, смотрите, делаем вначале 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь внимательно отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5, накид в 5-ю петельку, нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Первые 3 петельки это имитация столбика с накидом, и 3 петельки стоят на 4-й петельке. Поняли, да? Дальше накид, следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. И наша с вами задача провязать всю нашу цепочку, сколько вы набрали, да, провязать вот так вот столбиками с накидом, внимательно, не пропуская ни одну петельку. Это несложно, у вас получится. Самое главное, не пропустите ни одну петельку. Сами себя проверяйте. По итогу у вас получится столбиков ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть если я набрала 39 воздушных петелек, у меня должно получиться 39 столбиков с накидом. Ничего сложного. Вот эти вот первые 3 петельки мы считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, так, и в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы сделали наш вспомогательный ряд. Так, все ровненько, аккуратненько, столбики с накидом. Теперь приступаем непосредственно к узорчику.
Итак, для начала, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Вот наш первый столбик, так, мы его провязали. Вот второй столбик. Во второй столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке, дальше не провязываем. Накид, сюда же опять вернулись, вытянули ниточку и опять провязали 2 петельки, стоп, дальше не провязываем, держим петельки на крючке. И накид, сюда же опять вернулись в этот же столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и теперь мы все петельки провязываем вместе. У нас получается вот такая вот шишечка-бубочка, 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Дальше воздушная петелька. Теперь смотрите, накид, пропускаем 3 столбика наших, 1, 2, 3, и в четвертый провязываем столбик с накидом. По 2 петельки, 2, 2. Вот. По итогу вот такая вот картина получается. Дальше воздушная петелька. И по порядку в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1. В следующий столбик столбик с накидом. 2. И в следующий столбик столбик с накидом. 3. Вот такая картина получается. Опять воздушная петелька. И в следующий по порядочку столбик провязываем столбик с накидом. Угу. Несложно. Дальше, смотрите, делаем воздушную петельку, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, провязываем точно такую же шишечку-бубочку, как в начале ряда. Накид, сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и третий раз накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А вот теперь все петельки вместе. Вот такая вот шишечка-бубочка, как в самом начале нашего ряда. И дальше повторение. Воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в четвертый столбик с накидом. Воздушная петелька, по порядочку все 3 столбика провязываем столбиками с накидом. 1, следующий столбик, 2, и следующий столбик, 3. Угу. Точно так же, как мы провязывали здесь. Дальше опять воздушная петелька, и в следующий по порядку столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый столбик опять провязываем нашу шишечку-бубочку. Вы уже знаете. 1, 2, 3, и потом все петельки вместе. Оп. И опять повторяем все то же самое, что мы с вами провязывали. Итак, вы провязываете до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Так, заканчивается наш ряд точно так же, как и начинался. То есть здесь у нас получается бубочка-шишечка и 3 петельки подъема. Здесь у нас будет вот бубочка-шишечка, делаем накид. И вот 3 петельки подъема, которые у нас были в предыдущем ряду. Беремся аккуратненько за 3-ю петельку и провязываем столбик с накидом. И на этом наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь самое интересное. Смотрите, делаем 2 накида. Внимательно. Мы пропускаем нашу шишечку-бубочку. Вот идет наш следующий столбик. Смотрите внимательно. Ныряем вот так вот за столбик. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Это мы только что с вами провязали рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Формируется рельеф. Когда узорчик вырастет, будет очень-очень красиво. Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите. Вот, получается, там, где у нас были 3 столбика, помните, воздушная петелька, 3 столбика. 1, 2, 3. Вначале провязываем за верхушку столбика столбик с накидом. Есть.
А теперь смотрите, делаем накид. И этот же самый столбик провязываем как рельефный лицевой столбик с накидом. Итак, захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, какая картина получается? Дальше, центральный получается, вот наш столбик, провязываем обычным столбиком с накидом. Так. И третий столбик, вот наша троица, 1, 2, 3. Первый и третий, получается, провязываем одинаково. Но в начале будет рельефный лицевой столбик с накидом. Захватили столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. А потом, смотрите, накид. И опять же возвращаемся вот к нашему столбику. Беремся за его верхушку и провязываем обычный столбик с накидом. Вот что по итогу у нас получается. Видите? Вот такая вот здесь картина будет. Дальше у нас идут 2 воздушные петельки. 1, 2. И по порядку вот наш следующий столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. 2 накида. Столбик захватили сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот что по итогу получается. Видите, наши рельефные столбики, вот, которые с 2 накидами, они как бы расходятся в разные стороны. А с одним накидом они просто прямо стоят вертикально. Идем дальше. Опять делаем 2 накида. Нашу шишечку-бубочку пропускаем. Вот наш следующий столбик. Захватываем сзади наперед. Опять провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. Дальше повторяем точно так же, как мы провязывали. Вот наши столбики. В начале, получается, мы делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Обычный столбик провязываем за верхушку столбика. Накид. Сюда же возвращаемся. И этот же столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Центральный столбик из 3 столбиков провязываем обычным столбиком. Следующий столбик провязываем в начале рельефным лицевым столбиком с накидом. А потом немножечко так вот вернулись. И вот беремся за верхушечку и провязываем обычным столбиком с накидом. Видите? Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующий столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Все. То есть мы с вами уже провязали 2 горизонтальных раппорта. Дальше идет повторение. Видите? То есть дальше опять вы точно так же перепрыгиваете шишечку-бубочку и провязываете рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И так далее до конца ряда. Понятно, да? Сравнивайте со схемкой. Перематывайте видео, если что, назад. Получится очень-очень красиво. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, все ровненько, аккуратненько провязали до конца ряда. И заканчиваем точно так же, как мы и начинали. Ну, только зеркально наоборот, да? Итак, смотрите, вот. Провязали рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Дальше мы вот нашу шишечку-бубочку вот эту вот пропускаем. И вот там, где 3 петельки подъема, в 3-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь будьте внимательны. Смотрите, делаем накид. И вот там, где у нас 3 петельки были подъема, да, вот имитация столбика, в данном случае столбик и рельефный лицевой столбик, между ними нырнули и провязали шишечку-бубочку. То есть 3 столбика с накидом с одной общей верхушкой. 1, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. И теперь все петельки вместе. Оп, все, шишечка-бубочка готова. Дальше воздушная петелька. А теперь будьте внимательны. Для того, чтобы сохранить нашу рельефность, так, мы будем, получается, в данном случае, в данном ряду, все рельефные столбики провязывать изнаночными. Не пугайте, сейчас вас научу. Итак, делаем накид. Вот наш столбик следующий по порядочку идет. Мы его захватываем наоборот, спереди назад. Видите? Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку.
и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Мы провязали точно так же, получается, как предыдущий рельефный, да? То есть немножко по-другому захватили. И все. И получается у нас уже изнаночный рельефный столбик. Воздушная петелька. Следующий по порядку, вот этот вот столбик, прям по порядку, мы провязываем его тоже рельефным изнаночным столбиком с накидом. Захватили столбик спереди назад, столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Дальше. Центральный наш вот этот вот столбик мы провязываем точно так же, как и в предыдущий раз, обычным столбиком с накидом. Есть. И дальше опять точно так же. Следующий столбик рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть у нас получается накид, захватили крючком столбик, столбик за, видите, крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Воздушная петелька. И следующий по порядочку столбик провязываем точно так же. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Столбик у нас находится за крючком. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Все. Узорчик, когда вырастет, вы увидите всю прелесть рельефности данного узорчика. Дальше воздушная петелька. Смотрите, вот у нас в самом первом ряду была шишечка-бубочка, да, а потом 2 рельефных столбика. Так вот теперь между этими рельефными столбиками провязываем такую же шишечку-бубочку. Вытягиваем ниточку, 2 петельки, стоп, накид. Нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп. И теперь все петельки провязали вместе. Оп, все. Данная шишечка-бубочка, как вот в самом начале нашего ряда. То есть дальше идет повторение. Давайте еще раз провяжем вместе. Воздушная петелька 1. Дальше у нас идет этот рельефный столбик первый, мы пропускаем. Следующий столбик у нас был обычный. Провязываем рельефным изнаночным столбиком. Получается столбик за крючком. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 1, 2. Воздушная петелька. Следующий столбик точно так же рельефный изнаночный столбик с накидом. Вытянули, провязали. Есть. Следующий столбик у нас центральный. Мы его провязываем обычным столбиком с накидом. Дальше у нас следующий столбик рельефный изнаночный столбик с накидом. Точно так же захватили его. Оп. Дальше воздушная петелька. И опять провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. И дальше вот наши 2 столбика рельефных. Они были лицевыми, сейчас выглядят как изнаночные. Мы в центр между столбиками провязываем нашу шишечку-бубочку, состоящую из 3 столбиков с накидом с одной общей верхушкой. Угу. Все. И вот так вот до конца ряда. Кажется сложно, на самом деле ничего сложного нет. Смотрите на схемку, повторяйте, и у вас все получится. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, красота потихонечку растет. Эта сторона у нас будет изнаночная. Так, сейчас посмотрим, что получается на лицевой стороне. Итак, для начала заканчиваем наш ряд. Точно так же, как и начинали, но зеркально наоборот. В начале шишечка-бубочка, потом накид. Тут у нас были 3 петельки подъема. Мы в 3-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, вот так вот мы посмотрели. Тут получается у нас лицевая сторона, рельефные столбики намного выигрышно смотрятся, да? Итак, смотрите, после 3 петелек подъема мы делаем 2 накида. И теперь вот после нашей шишечки-бубочки следующий столбик, вот он, мы его провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Захватили вот таким образом столбик. Получается столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот наши по порядку получаются столбики. Вот они. 1, 2, 3. Мы вначале провязываем как обычный столбик с накидом. Далее возвращаемся сюда же и провязываем его как рельефный лицевой столбик с накидом.
Далее центральный наш столбик из 3, раз, два, три, вот этот центральный провязываем как обычный столбик с накидом. И из этой троицы третий столбик провязываем вот в начале рельефный лицевой столбик с накидом, а потом возвращаемся сюда же, в верхушку этого столбика, и провязываем за верхушечку как обычный столбик с накидом. Если вы вспомните, да, то мы так провязывали вот наш, получается, вот первый ряд. Самый первый ряд нашего узорчика мы провязывали точно так же. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки, раз, два, 2 накида. И вот следующий наш по порядочку столбик мы провязываем как столбик рельефный лицевой с 2 накидами. Захватываем столбик сзади наперед, получается столбик у нас перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2. Пропускаем нашу бубочку, опять делаем 2 накида, и следующий столбик рельефный будем провязывать как рельефный лицевой столбик с 2 накидами, 2, 2, 2. Поняли, да? То есть мы точь-в-точь повторяем вот наш ряд, второй ряд, поняли? Нашего узорчика. Ничего сложного, согласитесь, да? И вот так вот провязывайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда практически, да, наш ряд. Вот такая вот получается по итогу красота. Видите? Очень красиво. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы сделали рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Нашу шишечку-бубочку мы пропускаем, делаем накид. И вот в 3-ю петельку подъема предыдущего ряда аккуратненько в 3-ю петельку провязываем столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Все, краешек ровненький, аккуратненький. Далее 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И как мы с вами провязывали вот в нашем, получается, 3-м ряду, мы провязываем сюда шишечку-бубочку, вот между первыми 3 петельками, да, вот подъема, и между рельефным столбиком. Итак, 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3. И получается у нас здесь шишечка-бубочка. Есть воздушная петелька. Не забывайте, что мы будем чередовать, да, лицевой и изнаночный ряд. То есть в данном случае у нас начинается изнаночный ряд, и все столбики будут изнаночными рельефными столбиками. Итак, после воздушной петельки накид, вот наш по порядку столбик идет, мы провязываем рельефным изнаночным. Вспоминайте, столбик за крючком, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, 2, 2. Воздушная петелька. Дальше по порядку идут наши столбики. Вот 1, 2, 3. И повторяем. Видите, видно, что данный столбик рельефный. Мы повторяем рельеф, только в этом ряду, повторюсь, он у нас изнаночный. Захватили столбик и провязали по 2 петельки. Следующий столбик центральный, обычный столбик с накидом. И следующий столбик рельефный, изнаночный. Вот таким вот образом захватили столбик наш. И провязываем точно так же по 2 петельки. Так, ниточка, оп, по 2 петельки. Есть. Далее воздушная петелька, накид. Следующий столбик рельефный, изнаночный столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. И там, где у нас с вами, помните, рельефные лицевые столбики с накидом были, между ними вот так вот берем и провязываем нашу шишечку-бубочку. 2 петельки, стоп, накид сюда же, 2 петельки, стоп, накид сюда же, 2 петельки, стоп. И все петельки вместе. Оп, шишечка-бубочка. Поняли? То есть наш узорчик будет повторяться второй, третий ряд, второй, третий, второй, третий, второй, третий и до необходимого вам размера. Все, ничего сложного. Мы с вами уже провязали все рядочки. Дальше только повторение. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Схемка перед вами. У вас все получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков.
Вот что по итогу получается. Вот такой вот интересный, оригинальный ажур, но в то же время и рельефный. Согласитесь, да? Интересно. Но получается, данный узорчик не двусторонний, он будет односторонним. Эта сторона изнаночная, все ровно, аккуратно. Но все-таки данная сторона выигрывает. Согласитесь, да? Смотрите, как хорошо смотрится рельеф. И несложно, согласитесь, всего лишь только 2 ряда узорчика, и вот такая вот по итогу получается красота. Но из данных ниточек, конечно, это летние вещи, да? Если вы возьмете ниточки с добавлением шерсти, то это будут зимние вещи, это могут быть и шарфики, это могут быть и палантины, почему бы нет, да? Опять же, жилеточки могут быть тепленькие, ну, на ваше усмотрение. Из летних ниточек летние изделия, из зимних зимние изделия. Из моей, получается, пряжи микрофибра не тянется. Так вот, ну что-то чуть-чуть тянется, то есть учитывайте. Обязательно вяжите из вашей пряжи образец, чтобы знать, потянется он или нет. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, получается, я набирала 39 воздушных петелек, да, если моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, у меня это получается, так, ну, 15,5 сантиметров. И тут получается по рядочкам шишечки и арочка с шишечками, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и самый первый наборный 13. Итак, моей рукой, повторюсь, да, ваши, может быть, другие замеры, поэтому вяжите своей рукой 9 сантиметров, видите? То есть вообще ничего сложного, узорчик растет быстро, так? Если у вас будет пряжа потолще, крючок тоже возьмите потолще, то вообще моментально. И самое интересное, что он, мне кажется, не избитый, я его как-то и не встречала. Очень даже интересно. Как вам? Если вы уже что-то данным узорчиком вязали, пишите вам в комментариях, нам будет интересно. Ну а если не вязали, то подбрасывайте идейки. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.